Привет, друзья! Я нахожусь на выставке «Охота и рыболовство 2021» и хочу поснимать эту серию все, что посвящено фидерной рыбалке. Именно с фидера, как говорится, я и начинал. И хотелось бы в этом году попрактиковаться фидером. Поэтому сейчас все стенды, которые будут посвящены фидерной рыбалке, я постараюсь пройти и поснимать для вас видео. Ну что, погнали! Ночи светит. Она светится при свете солнца. Светится? Да, давай, покажу. Направь свет. Она вверх сразу направь. Все слышится. Сейчас она глубоко. Здесь смотри, что творят, а? Это ж надо. Такой активный. У китайцев набрали, а, яйцей. Добрый день, Александр. Добрый день. Очень приятно познакомиться. Честно скажу, ловил на вашу продукцию. Вот. И интересно было из вас, как разработчика, узнать, как ловится и все, что ловится. Но так как мы сейчас находимся как в зиме, получается, то я бы у вас хотел бы первым делом спросить о рыбалке. Вот когда лед сходит, к примеру, там река Дон, фидер, да, вот с вашей точки зрения, где лучше ловить рыбу, там лещ, или, может быть, плотва какая-то, что такое, и на какой прикормке? Где искать ее, и если у тебя есть выбор? Ну, на Дону работают все наши прикормки, которые выпускаются под леща. А именно по холодному? А по холодные это черный лещ, это карп натурал, это новый прикорм, который выпустили для леща в этом году, Green Special, они будут работать. Ближе к этому будет неплохо работать и сладкий лещ, и лещ премиум. В принципе, у вас все работает на Дону. Ну, ближе к темной прикормке, да? Ну, весной, да, мы лучше ближе к темному, потому что вода прозрачная, запахи рыбы такие еще непривычны, поэтому... А запахи какие должны быть? Пряные, перцовые, вот в прикормке, или же сладкие? Весной, ну, скорее, начать нужно с неароматизированных прикормок, либо ароматизированных натуральными ароматизаторами. Ну, допустим, там, Green Special, там, анисовый запах, либо совсем без аромы, это там туба-фидер или там лещ, черный лещ. Там эти прикормки не имеют. Причем черный лещ, ну, самый универсальный получается. Да, наверное, самый универсальный, как прикормка без запаха. И получается, не надо мудрить, что-то добавлять туда. Ну, добавлять, я думаю, что нет таких рыбаков, которые не добавляют ничего в прикормку. Да, я сам добавляю. Традиционно будут семечки жареные молотые работать, традиционно будут работать жареная карапля, жареная лен, это все будет работать. Ну, конопля, она все сезоны, ее сезон. рыба любая ловит, Да. любит и карп, и все. Да, поэтому пшено вареное, дано на течение. Это чтобы утяжеляться. Чтобы утяжеляться. Ну вот, наверное, все, весь набор дополнительный. Понятно. А если идти уже отрываться от теплого времени года и идти на флэт-фидер? Я вот просто в этом году буду более активно. Я сам как бы с флэт-фидера ушел в карповый. А теперь получается, что мне хочется все-таки вернуться на шаг назад и попробовать опять флэт-фидер. И когда карповки стоят, это же долго, там раскармливать надо, это процесс долгий. А флэт-фидер все-таки быстро работает. Час там, час здесь, полчаса там перезакинулся, нашел рыбу. Вот из ваших прикормок что лучше? Ну, у нас есть в серии Фадеев есть целая линейка прикормок для флета. Это липкие смеси, но они сделаны так, двумя видами. С рыбной мукой или с крилевой мукой, ну, в смысле, с креветочной мукой, или с интенсивным ароматом, либо без муки рыбной. На водоемах больше, где дикий водоем, потому что рыбная мука работает на водоемах, где рыба знает вкус рыбной муки, когда ее кормят. Ну понятно, что и пелится, да, но таких водоемов в России не так много. И второй вариант – это прикормка без рыбной муки с интенсивным ароматом, которые работают большей частью вот, на диких водоемах или на водоемах, где рыба не приучена к рыбной муке. Это в серии Фадеева. Я вас понял. Смотрите, вот в серии Фадеев у вас есть Амур толстолоб, зеленая прикормка. Это не серия Фадеев. Не Фадеев, да? А зеленая какая-то, толстолоб, Амур толстолоб. Да. Вот она 100% работает.
испробована, я до столова хожу, мне нравится. Многие люди даже берут ее, как-то просеивают, и вот эту зеленую вещь собирают и делают из нее гидропланктон. Это точно. Ко мне сторожа подходили, говорят, вот я из этого высеиваю, там делаю гидропланктон, там свое молоко, и, ну и сами кулибчик. Что это за зеленая вещь, которая так магически действует на толстолоба? Ну, там много зеленых вещей. Там перемолотая трава, как это, настолько измельченная, как мука. Наверное, скорее травяная мука. Это другие компоненты плавучие и, да, ну, и остальное, и в основу это та же, как бы, панировочный спайк, бисквит. Ну, плюс еще Но она краситель, просто уже который подтверждена. Она, дает фон. она просто подтвердила, что она рабочая, прям вот по Ну, толстолобу. кстати, знаете, если кто-то ее отсеивает на мелком сети, чтобы получить мелкую фракцию, можно просто положить ее в кофемолку, перемолоть пыль, и будет мука. Нет, они вот эту зелененькую как раз вот хотят отделить почему-то люди. перемолоть. Ну, это такие кулибины, вот, которые, ну, придумывают свое что-то, вот хочется им что-то свое, но все равно понимают, что это работает вещь, и они хотят ее себе сделать. Вот. А скажите, пожалуйста, с чем связано, я вот смотрю, вот первый раз увидел, просто до этого нигде не видел бойл, может, давно уже производите, вы пошли в бойлы. У нас просто есть большой опыт работы с компонентами прикорма. Ну, понятно. Есть да. большая база по компонентам, есть довольно большая база ароматизаторов очень высококлассных. Мы сами экспортируем много, выбираем самые лучшие ароматизаторы у многих производителей мировых. Это первое. Второе, у нас есть база паст, а пасты в какой-то степени они очень повторяют бойлы. Ну, можно любую пасту довести А до пасты состояния. вы для чего производите? Пасты это форели, мы начинали с Форели, форелевых да? паст, да, и сейчас у нас есть и карповые, и лещевые. Вот. И сейчас, и плюс еще мы очень много работаем с различными родами, добавками, стимуляторами. Кроме Клево. Да, клево. И их не так много, там, может быть, 3, 4, 5, но не знаю, когда их применять, в какой момент, и поэтому почему бы не сделать болы, когда у нас, в общем-то, все в руках есть. То есть, получается, вы все, что можно, ну, работали в тех направлениях, а сейчас Да? вы просто взяли и вам просто скатать бойлы. Да. Какие результаты? Ну, в тот год мы опробовали их, а в этом году уже... Вы лично их? Нет, мы отдаем их Или тестированию. кому-то давали на тест? На тесты, да. В этом году мы уже выходим на объем такой, когда уже не огромный объем, но так, что уже можем купить в магазинах будет. И Это как бы, да, у нас прикормочные. прикормочные, вареные и Пылечки. поп-апы. Пылики. Пылики и Пылики, поп-апы. пылики вареные и поп-апы. Да. Мы А стараемся какая продукцию- будет цена в рознице? Слушайте, мы стараемся, по розничным ценам я не знаю, но мы стараемся попасть так, не чуть-чуть подешевле рынка, средние цены по рынку. Ну, у вас же есть уже какие-то цены на них? Я не помню. Я понял. Хорошо, ищите в магазинах. Да. Но вы будете ходить в недорогой сегмент. Ну, ходить недорогой сегмент. Понятно. Вот. Уже какие-то отзывы есть? Ну, те, кто ловил, понравились, Филтестеров. кому отправляли. По сравнению с чем-то сравнивали с какими-то производителями? Слушайте, мы не сравниваем, там есть у бойлов не только показатели там уловистости, но еще показатели, которые нам как со старта нужно было добиться. Это механика бойла, Мгм. это там правильная ароматика, это отсутствие порчения со временем. Поэтому, хранение. Хранение, да. Поэтому это было первоочередное для нас, чтобы сделать. А сейчас мы будем собирать информацию о тех, кто будет ими ловить. Какие-то еще новинки именно по вашему профилю? Именно по обычной фидерной рыбалке, там еще что-то такое? Слушайте, ну, если для Ростова, это вот серии как раз по холодной воде будет работать, и в Москве тоже работает. Это в серии World Champion появилась лещ с Здесь нету, да? и- Вот, да. вот оно, вот, да? Brim Special прикормка. Brim Special. Ага. Это прикормка, которая не имеет химической ароматизаторов, только натуральная ароматика. Ага. Вот. Это по фидеру. А в общем- Это из новинок. Да. Еще хорошая новинка у нас есть для любителей фидера, это пшено вареное.
Я думаю, что это будет очень популярный продукт, вареное пшено. То есть вы его варите, консервируете как-то и в продажу идет. банке, да, и в продаже. Оно сварено до той А, консистенции, Все, которая вы должна... занялись продуктами консервации. Ну, мы выпуска, уже да, не первый железных? год занимаемся продуктом консервации. Я просто не сталкивался с вашей продукцией по продукции консервации. Смотрю, у вас даже тигровый орех стоит. Тигровый орех у нас есть, стеклобанка есть с насадочной кукурузой, перловкой насадочной, и у нас очень большой ассортимент железной банки. Железная банка — это всякие зерновые миксы, конопля консервированная, в этом году пшено цветное. А чем связана ваша, я так понимаю, это фидерная линейка пошла? Дело в том, что когда... Мир, да, Да, называется? это называется «Мир». Когда стал вопрос о том, что нам бы хорошо бы иметь свою линейку удочек, то я поехал в Китай и увидел, что Конструктор там, да, китайцы не могут сделать то, что нам требуется. И поэтому мы решили сделать сами все. Запустили своим производством. Ну, я так понимаю, вы в том году только пытались его делать, Ну, как весь бы год. тестировали очень активно. Не только в том году, это уже 2 года производства происходит. И вот это 2-й год заканчивается, когда мы начали это То все есть делать. сейчас уже это... Это серийные бланки уже. И к Уже лету мы вы, уже будем вы продавать. уже их оттестили и Да. поломали сколько нужно, и Да. сделали под себя чисто. Сделать такие, какие они должны Ваш быть. любимый какой? У меня нет любимых. Они, понимаете, наши бланки отличаются тем, что они друг на друга похожи. Допустим, 3-метровый похож на 3,30, 3-метровый похож на 3,60 по изгибу своим, по характеристикам. Также 3,3 похож на 3,90. И когда вы берете удочки, они все одинаковые. Это Я вот отличие. попробовал, он такой мягкий прям, Ну, не хэвики. Ну, там тест все-таки какого вы взяли сейчас? До 100 грамм, До 100 3,6 грамм. до 100 грамм. Но это не хавик, это не 3,6 до 150, А вы конечно. всех сделали, и медиум, хэвик, и лайт. Здесь представлено только то, что мы утвердили. Это удилище 3-метровое до 50, по-моему, 3,3 до 70, 3,6 в 2 тестах до 80 до 100 и 3,90 это до 120. А Это- дальше не пошли. Дальше мне не пошли, некоторые сложности есть по дорнам, вот, на которых делал очень длительный процесс производства дорна расчета. Поэтому потихонечку появится, но не сейчас. И очень много времени у нас заняла подготовка, даже больше времени заняло, чем производство бланков. Это в разы больше времени, это подготовка всех комплектующих. Мы делаем рукоятку сами, мы мотаем кольца сами, мы делаем квертипы сами. И Вы стопроцентно сами вы Всё решили ее сделать да, в российское? ну, А всё равно материал-то пробка закупаете? это португальская. Ну, вы покупаете материалы, а здесь все это изготавливаете. Кольца китайские, ну, потому что мы не можем там взять и производство колец организовать. А что касается Евы, то мы делали Еву с нуля, разрабатывали рецептуру Евы, договаривались с заводами, чтобы они нам сделали по этой рецептуре наш Еву, которая нам нужна. И до нас этой Евы не было в России. То есть нам А приходилось что в ней идти- такого специфичного? Жесткость. Российская Ева это, грубо говоря, Ну, она по мягенькая. шору Вот, 45-50. У нас Ева, ну Ева это нижний вес, да, есть полы. А наша Ева плотность, твердостью до 70, как японская Ева Матаги, которым многие пользуются. Спасибо большое. Да нет, что. Спасибо. Приятно. Добрый день, Олег. Добрый день. Ребят, зашел на стенд Волжанки, не мог пройти, потому что планирую в этом году все-таки потестить фидерную ловлю, побывать на Дону. И вот попросил его рассказать, в общем, смотри, Воронеж, река Дон, Мгм. и, ну, кормушки, ну, где-то 80-90 грамм и больше даже бывает. Но получается фидер где-то 130, 120, 140, 140 грамм, да. Да, Чтобы можно было потом в дальнейшем на них потаскать и карпа Мгм. на прудах. На Дону мы даже рыбачили, вот, под Воронежем, у нас там были соревнования, течение там было страшное,
Ну да, там сильное течение. Вот, мы даже ловили кормушки вплоть там до 150 грамм, причем дистанция была 20 метров, потому что сдувало все. Ну, речка очень интересная, рыбы много, рыба очень крупная. Значит, если говорить непосредственно об удилищах от нашей компании, у нас есть специально для таких речек, это вот Дон, причем во всех его течениях, очень сильных, мы специально делали удочку, которая называется речной монстр. Тест у данной удочки 150+, это показывает вес пустой кормушки. То есть, условно, удочка начинает работать от кормушек 80-90 грамм и заканчивая, собственно, того, что нужно забросить в речку. Потому что не всегда бывает даже кормушка в 150 грамм, будет, собственно говоря, достаточно. Вот, поэтому данная удочка, она есть в 4 длинах. Это вот это, да? Да, это вот эта вот удочка, она при своим таком вот кажущемся. Речной монстр так и называется. Да, он речной Я думал, монстр. ты просто смеешься. Не-не-не, это реально такая удочка, как бы вот она нам... 3,90, 150. Да, у нее вся линейка 3,30, 3,60, 3,90 и 4,20. То есть, если вам нужно... 5700 это... это розничная цена, В магазинах. да, цена в магазинах. Вот, собственно говоря, если вам нужно бросать далеко, Да. то тогда 3,90, 4,20. Ну, далеко это 80, 90, 100 метров и как бы и дальше, потому что с этих удочек мы бросали реально далеко, то есть за 100 метров большие такие вот кормушки весом 150 грамм как бы летят очень хорошо. Вот, если рыбалка происходит на дистанции там, ну, порядка там, 30, 40, 50 метров, то вполне достаточно 3,60 и даже в некоторых случаях 3,30. То есть удочка очень мощная, комель у нее прям с очень большим запасом, потому что ну, все бывает, особенно в таких речках, когда течка там, меняется буквально каждый час. Вот, поэтому запас очень огромный. Катушка-держатели здесь подразумевают установку огромных Любых катушек. вариантов. Да, ну практически любых вариантов, исключая там какие-то морские вот такие вот огромные катушки. Кольца здесь очень большие. Вот. 40-й, да? 35-й, 40-й? 30-ка. 30-ка? 30-ка, и дальше все они двухлапые, собственно, что исключает перезахлесты, потому что перезахлест на таком большом весе, ну, это, как правило, отстрел сразу, плюс еще можно там самому, не дай бог, травмироваться. QR-типы тоже с очень огромными кольцами, потому что мы подразумеваем использование больших, толстых шок-лидеров, потому что, ну, такую плетню ставить, которая способна выдержать заброс 150-граммовой кормушки с кормом, то есть там общий вес получается, ну, уже грамм там 200-220. Ну да, он уже... Вот. Что там? Обязательно надо использовать шок-лидер, причем достаточно толстый, и вот для этого как раз вот большие кольца сделаны. Вот, Твои шок-лидер, рекомендации по леске и по шок-лидеру? я бы использовал шок-лидер, даже, наверное, желательно из монолески, ну, потолще, где-нибудь 0,28-0,3, вот. Чуть попозже объясню почему. И плетеную леску основную небольшого диаметра, где-то ну, порядка 0,14 миллиметров, или по-японски это где-то 0,8-0,1. То есть как таковой нагрузки при выматывании на леску нету. Самая большая нагрузка это при забросе. Всю нагрузку будет брать на себя этот шок-лидер. Вот. Чем тоньше леска, тем она меньше парусит, можно использовать более маленькие кормушки. Соответственно, снасть... А все-таки, смотри, вот в карповой рыбалке, ну, чем я люблю заниматься, там леска основная. А здесь, получается, ты говоришь, плетню ставить. плетенка. Она будет Ну, менее что это? парусить, можно ставить тоненький диаметр. Понятно. Потому что если поставить леску 0,3 и забросить там метров на 60 с достаточно сильным течением, даже если вы будете Она вот задирать, так будет загибаться. да, и- ее будет выдувать и и- кормушку будет катить. А здесь нам надо добиться, чтобы вот эта То есть большая кормушка... 0,14 и 0,28 любая леска, моно или флюр. Можно моно, как бы, если есть, конечно, какой-то ракушечник или что-то То такое, флюр то лучше. флюр, но флюр, он при одинаковых нагрузках при одинаковых диаметрах с монолеской он будет держать меньше, поэтому флюр нужно ставить толще. То есть, ну, условно, там какой-нибудь 32-й флюр, он, конечно, будет жесткий, но он позволит забрасывать вот такие вот большие веса. Ну и, соответственно, при вываживании, то есть рыба крупная, вы когда уже подтаскиваете, ну, шок где-то метров 8-9 длиной будет, вы когда подтаскиваете, рыба уже у берега, у вас отрабатывает удочка, отрабатывает фрикцион, и сама монолеска растягивается. И никаких сходов, никаких обрывов, то есть все хорошо. Она еще помогает и на Ну, вываживании. на самом деле, я скажу так, что проводили тесты забросов,
плетней. И по сравнению, когда кидали на 120 метров, то обычная леска тянулась на 10 метров, Мгм. а плетня все равно на 5 метров натянулась. То есть делали Да. это карпетники тяжелые с помпом, закидывали. То есть я Мгм. смотрел эти тесты. То есть даже плетня она тоже тянется. Ну, То есть она это тянется, но не так. ошибочно. Нет, я знаю, что говорить, она что она тянется, вообще да. на месте и с ней Нет, ничего это не все происходит. зависит от плотности плетения. Как бы избежать того, чтобы она не тянулась, вообще это невозможно. Но когда у вас большой-большой лещ на крючке, и вот Ну, тут да, чуть-чуть, то, тут, да, то, тут то- монолеска, она очень-очень поможет. да, это чтобы прям реально. чуть подрастянулась, да, это, конечно, Конечно. она, Вот. она смягчает Да. удары рыбы и все остальное. Конечно, какое бы ни было. Ну, здесь мы даже не говорим о мягкости удочки как таковой, потому что нужно А забросить катушка большие веса. какая должна быть? Ну, катушку здесь надо ставить большую. Если вы хотите бросать далеко, собственно, катушка должна быть соответствующего размера. Но это где-то, если по Shimano это Ultegra 5500, это вот самые такие распространенные катушки для такого вот heavy фидера. Если что-то поменьше, то вот как бы из Волжанки есть катушки под названием ProSport 5000 размера. Они полностью металлические, с обалденной тягой. Вот эти кормушки 120, там, 140, там, 100 грамм, они вполне себе тянут. То есть можно использовать их, если как бы здесь все бюджет. Все зависит от бюджета. Но дешевле 10 тысяч рублей металлическую катушку найти практически невозможно. Ну, соответственно, металлическая катушка, она еще добавляет тяги. А какая вымотка и силовая тяга? Вымотки как таковой, ну, это только ваше предпочтение. Нет, собственно. ну у нее же вот какая-то Ну, катушки обычно- у вашей, которую нет, вы у нашей рассказываете. у нашей катушки у нее вымотка 86 сантиметров за оборот, ну, как бы вполне нормально. Вот, а тяговая, вот кормушки 120-140 грамм, она тянет прекрасно. За счет именно вот металлического корпуса, там как бы все внутренности находятся в металле, никаких колебаний, ничего, это самое, то есть все надежно расположено вот в этом металлическом корпусе. Понятно. Спасибо. Спасибо Был рад, за если... совет. За совет. Ребят, добрый день. Шел как раз по стендам и не мог пройти мимо фидерной темы. Это кормушки. Кормушки очень важны для фидерной ловли. И познакомился вот с Сергеем, представителем X-Feeder. Я так понимаю, у вас фирма чисто разрабатывает кормушки. У нас большинство ассортимента это кормушки 90%, и это очень много кормушек. У нас крупнейший ассортимент в России, возможно, и в мире, порядка 5500 кормушек. 5000 разных. Разных, конечно, разных моделей. Я понял, круто. Конечно же. Да. Вот. Хорошо, Сергей, смотрите, перейду сразу к условиям ловли. В этом году я планирую выезжать на Дон и ловить на фидер. И у нас там в Воронеже это Дон, очень сильная, быстрая река. Да, да. Есть, конечно же, водохранилище с малым течением, Мгм. но на Дону более интересно, как Мгм. лично мне. Мгм. И там 90-е кормушки, вот, реально, они держатся, да, может быть, чуть побольше. Все зависит, конечно, от течения, но сильное течение. Да. Мгм. Поэтому я хотел бы узнать у вас, что у вас есть для вот этих условий ловли. Ну, конечно, в основном сейчас применяют для таких условий ловли кормушки с грунтозацепами. вот это уже такими. 120. Да, 120. Они выпускаются от 50 до 200 грамм. Вот, для разных есть условий, для течения. Да, Сам конечно. груз с такими Да, зубами, да. которые держатся. Да, конечно. Леска натягивается вот по течению, кормушку двигает с места именно парусность лески. Поэтому леска тянет за кормушку, и, соответственно, чем лучше кормушка упирается, вот, тем лучше она стоит на течении. Вот, поэтому сейчас много используют именно грунтозацепы. Вот такого рода очень развиты. А Они вот у нас- труба, извините, что Да. вот обычно сетку люди говорят, там, типа, вымывается Мгм. хорошо, там, сетку берут, а здесь у вас труба. Как вот по вымытию? Да, это сделано специально для того, чтобы меньше вымывалась прикормка на течении. То есть, если такую кормушку забить прикормку, особенно так плотненько забить, то она вымывается постепенно. Сначала, естественно, с торцов, да, А здесь со всех сторон. а здесь со всех сторон, да, она вымывается гораздо быстрее на течение ее просто выдувает из кормушки. Вот, поэтому, соответственно, такие кормушки для ловли на течение более удобны, в них дольше остается прикормка. Мгм. Понятно. А что-то еще есть? Вот Да. какие-то варианты? Я смотрю, у вас пули
ну, с каким-то Да. грунтозацепом, или как он Да-да-да. называется, профессионально просто. Это так называемые сербские пули, кормушки, которые Здесь очень, просто сербские пули. которые очень хорошо летят, вот, и, в принципе, неплохо всплывают, но классические сербские пули, они очень плохо держатся на течении. Ну, Вот. они катятся вот так. Конечно, да. Поэтому мы сделали вот новинку прошлого года сербские пули с такими грунтозацепами, с усами, которые и летят, и неплохо держатся на течении за счет того, что они упираются этими усами. Причем усы рассчитаны таким образом, что их можно разогнуть, потянув леску. Для То того, есть вот так она свободна. Но она от Да. пальца гнется, да. Да. Для того, чтобы освободить кормушку при вот мертвом зацепе, можно было вытащить и ее не лишиться. И это, в принципе, ну, если есть ветки какие-то рядом коряжник, конечно, он может зацепиться, и ты его Да. вытащишь. Да, Ты ее да, не потеряешь. да. Понятно. А вот что еще вот для таких условий, как говорится, Вообще, с быстрым течением? очень эффективным решением являются вот такие вот кормушки с усами. Это Вот. больше на какую-то там животное, букашку какую-то пока похоже, судя по этому, лошадка. Ну, это на самом деле много используется на юге России, в Украине, вот, и в Европе. Тоже не должное течение, да? Да, на реках с быстрым течением они используются очень хорошо. Такие усы держат кормушку даже эффективнее, чем вот эти большие грунтозацепы. Вот. И при этом точно так же они разгибаются, то есть приложив очень сильное усилие, потянув за леску, эту кормушку можно освободить. Вот это что? Это кормушка, которая известна как аллигатор. Вот такие кормушки выпускаются, в принципе, уже довольно давно в России и в Украине. Вот, но мы ее модифицировали в Ну, прошлом более году. плоская и поменьше вот эти Да. зацепы. Здесь два ушка, во-первых. С Поэтому- одной и с другой стороны. Да, можно цеплять кормушку вот за это ушко, тогда она будет лучше упираться в грунт, и, соответственно, лучше стоять на течении. Можно цеплять кормушку за это ушко, Чтобы она сдвигаться будет. она всплывает тогда. То есть, если вы ловите за бровкой, например, да, вот за это ушко цеплять предпочтительнее. Она Мгм. тоже, в принципе, неплохо стоит, вот, но при этом она всплывает. бровку Да, перекидываешь. да, тоже. бровку Вот скажите, пожалуйста, я вот такой первый раз вижу, вот это что за модели? Это пришло к нам из Англии, из английской ловли. Боб Нат придумал такую кормушку 10 лет назад для фирмы Браунинг. Она называется Виндл. Вот. Но Здесь получается живой корм, да? Здесь используется небольшое количество очень вкусного корма. Англичане используют в основном живой компонент, то есть там целиком живой опарыш, без прикормки, кастер и так далее. У нас в России все-таки мало кто ловит на чистого опарыша, потому что это просто дорого, да, на чистого червя без прикормки. Ну, получается, человек в прикормке к сыпухе добавляет Да. животный компонент, который Да, потихонечку вылазит из кормушки. Да. Но это больше на стоячей воде, да? Да. Это, конечно, это ловля маленькая, легкая, тихая. У этой кормушки очень легкий заброс, она очень далеко и мягко, быстро летит. Вот. Небольшое количество очень вкусного корма. Она тихо входит в воду, чтобы не пугать там крупную рыбу. Да? Поэтому это для ловли на прудах, на небольшой глубине. Маленькое течение, это водохранилище. еще что-то. Да, и без течения. А вот по Такая. флэт-методу, в общем, я так понимаю, что и очень много развито, да, и флэт-метод как направление, и, то есть быстрая ловля карпа и все остальное. Вот вижу, у вас есть медные кормушки, но медные кормушки обычно, они вот сверху вот так, да, вот Да. такая дуга идет. А у вас ее нету. Это что? Почему? Для чего и насколько она лучше? Ну, больше гуру делает, кажется, такие, да? Вот. Вообще, да, многие, конечно, делают, и Гуру, и Престон, и Дреннон. Вот. Но мы пошли немножко другим путем, хотя это классический флет, он работает точно так же, как обычный флет. Но мы изменили вот эту форму этих дуг, то есть сделали Да, у их вас без по-другому без своё отверстия, сделали такими зубцами. В целом это ни на что не влияет, здесь точно так же прикормка очень хорошо держится, зубцы здесь более высокие, чем у большинства других видов кормушек. Вот. И также вот сохраняется вот этот центральный проход, благодаря которому прикормка держится, ну, как бы склеивается в кормушке. Вот. Здесь очень много чего применено. Во-первых, при конструировании было приоритетом сделать кормушку прочной, потому что на иностранные кормушки, даже там стоимостью 250... Кстати, но пластик же важен. Пластик Да. здесь конкурирует с престами, со всеми остальными. Он сделан более мягким, поэтому он не ломается. То есть Да, вот, я вот его вот можно- эту заметил, да. что она такая. Он гнется, но не ломается. И груз здесь впаян внутрь кормушки таким образом, что его не выдрать просто. То есть
проблема 80. тех кормушек, у которых отламываются груза, здесь решена полностью. я А думаю. белые, вот такой цвет, это и влияет вообще на рыбу? Я с думаю, вашей что точки нет, зрения? это больше в зависимости от, Маркетинг? ну, И больше от, личные предпочтения от человека? желания рыболова, да. Потому что такие кормушки, они когда попадают в воду, они такие полупрозрачными становятся. Кому-то это интересно. Это 60, это Да. 80. 60, 80, 50 и 40 грамм сейчас выпускаются такие кормушки. Мы планируем в дальнейшем расширить их линейку. Здесь есть, соответственно, пресс-форма. А, Вот. вот такая маленькая, да? Да, 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 конечно, сюда насыпается прикормка, место для насадки здесь есть. Вот, есть место для насадки на кормушки. Это все рассчитано под 15-й бойл, бойл 15 диаметра. Плоским дном, действительно, да, для А того, это вот для дальнего заброса. это для я дальнего люблю заброса, на да. дальних Да, дистанциях да, да, да. Он будет работать. такой более обтекаемый, чтобы Да, хорошо летел. прикольно. Да, очень, очень всем нравится. Ну, тут целый есть, ряд таких решений. То есть флетовские у вас получается здесь вот свое ноу-хау, своя разработка и груз как сделан, здесь и груз скошен. Вот я не знаю, Да, как да, это да, да. вот показать, но здесь груз реально скошенный здесь, и здесь вот при входе для воды. И получается вот эти у вас дуги стоят. Да. Здесь очень широкая И трубка используется. за счет того, что у вас маленький, загрузка здесь маленькая, стоит горка, Мгм. она реально небольшая, то флет будет очень далеко лететь. Да, конечно. Ну, и в расчетных характеристиках, по 15-й крайней мере, бойл, они прям очень вот под хорошие. бойл вырезан, да, получается, Да, у вас да, здесь выемка? Да, да. 15-й был отлично сюда лезет, ничего не ломается, как это иногда бывает, у некоторых попадает на дуги. Вот, поэтому все хорошо. Здесь очень широкое сделано отверстие в трубке для того, чтобы можно было использовать лидкор, причем прям даже сразу же с петлей готовы его вставлять. Туда этот заходит, этот Да. шпок туда. Очень широкое сделано отверстие для вертлюжка или там для коннектора. Да. Сюда вертлюг самых больших размеров помещается полностью. Вот. То есть здесь целый ряд таких. Очень здесь отодвинута насадка чуть подальше от края кормушки, для того, чтобы сюда помещался крючок большой самый. Вот. То есть здесь, в принципе, все продумано таким образом, чтобы удовлетворить все желания Эстетов рыболов. фидеров, Да, фидерной да, да. рыбалки, именно которые Да-да-да. любят там этот. Ну, во Хорошо. флете там много таких вот нюансов есть. Хорошо. Ребят, по фидерной рыбалке забрел на фирму Мегатек, отснял по зиме по ним, и сейчас вот они, оказывается, и по лету, по фидеру, именно для народной рыбалки какие-то фишки придумали. Сигнализатор, не пойму, что такое, они рассказывают, он реагирует на что-то. Ну, я думаю, Виктор нам сейчас вот пояснит, потому что, ну, мне понравился реально. Это не классическая сигнализация, через которую леска идет, а вот именно на движение рассчитанное. Да, сигнализатор, так скажем, Да. бесконтактный, леску заправлять в него не надо. Он устанавливается на удилище, включается однократным нажатием. То есть их сразу горит свет. Да, он подтверждает то, что сигнализатор включился. А дальше снимает показания с удилища. Он понимает, когда волна бьет по леске, он понимает, когда ветер гоняет квивертип, но срабатывает только на ускорение, на тычок, как мы всегда говорим, тычок. А как он чувствует, он же на бланке? Леска передает все импульсы через кольца на бланк удилища, а сигнализатор снимает его уже конкретно с бланка. Устанавливается в любом месте, не обязательно там к вершинке его ставить. То есть вот здесь вот, где у вас стоит Где вам первое удобно, кольцо. да, где вам удобно, не вставая с кресла, поменять громкость, чувствительность, тональность, может Это вот они, зашумел. Да, они продаются как по одному, так и вот в таких замечательных наборах. Жесткие пеналы, ну, по ним даже можно переезжать. Но желательно не трактором. То есть жесткие, крепкие пеналы, надежные. Хороший ложемент, легко вщелкиваются, легко снимаются. Сигнализатор почему долго работает, там, до 7 А он на лет? чем работает? Он работает на одной литиевой батареечке, которой хватает от, ну, там, 5, 6, 7 лет, как часто будете ездить. Энергосберегающая схема позволяет сигнализатору И питаться вот батарейка, сотую долю, да, от ее емкости. И плюс все обычные сигнализаторы, мы приехали на рыбалку, включили, и они у нас целый день потребляют энергию. Да. Батарейка идет расход. Да, а эти сигнализаторы стоят на удилище в режиме мониторинга, почти не потребляют. Вдруг пошла у вас поклевочка, там он начал снимать импульсы, пошли звуковые сигналы, вы подвигаете к удилищу и подсекаете. И он на подсечке выключается. А звук как-то регулируется? Он Звук такой? регулируется, и тональность, и А громкость. сделай сам максимально. Вот сейчас прошли все настройки чувствительности, настройки звуковых сигналов по длине. Потом появляется пауза, но мы продолжаем удерживать кнопку. Переходим в режим настройки громкости. И через 20 секунд по кругу начинает демонстрироваться громкость с различной тональностью и высотой. Где вам удобно, отпустили кнопочку, и он его записал. Вот сейчас уже начнется вот. А, вот пошел звук.
уже вот потише, поглуше немножко. То есть я продолжаю держать, и он сейчас опять по кругу начнет. Вот, допустим, отпустил. Вот это всё, вам и нравится? и мне, да, этот я слышу хорошо. Он получается, сначала он после считывает с настройки... катушки больше. Нет, катушка может вообще не двигаться. Смотрите, я зажимаю фрикцион, натягиваю леску. И вот видите, обычные колебания Ну, от ветра не дает. Да. Если происходит волнение воды, вот болтается, Вот вода, он да. тоже молчит. Но если будет разовый тычок. разовые тычки, да, он на каждый тычок дает один сигнал. То есть даже можно закрыть глаза. Если сигнал один, смысла подсекать нету. Если сигналы пошли повторяющиеся, делаете подсечку, и он выключается. Прикольно. А вот это вот для чего? А это тот же сигнализатор Сойка 5, только уже со специализированным отвесом. Это для людей, кто привык контролировать направление движения рыбы. То есть, если здесь на фидере мы контролируем момент поклевки, он важен для нас, чтобы засечь, то, скажем так, любители карповой ловли, сторонники того, что нужно знать, куда рыба пошла, к берегу, Вверх, вниз, да. от берега, либо карп забрал бойл, ушел с кормового стола, но крючок еще не под губой. А если он уже возвращается за следующим, значит уже крючок в наименее травматичном месте для рыбы и производится подсечка. То есть мы для этого вот как сорганизовали и отвес, и сигнализатор. То есть вот эти уже роликовые сигнализаторы, куда леска А где заправляется. тестили вот эти вещи? Все, и на платных водохранилищах, и на реке, и в Астрахани, и в Беларусь ездили, и в Украину ездили, везде пробовали. Добрый день, Юрий. Смотрите, ребят, подошел по фидеру спросить. Знаю, что Максимус, многие там в интернете хорошие отзывы, но интересуют, конечно же, фидеры. Смотрите, я живу в Воронеже и планирую в этом году немного половить хорошо, активно на реке Дон. Там сильное течение, 90 кормушки тянет. Поэтому что вы можете порекомендовать вот именно по фидеру для обычных рыбаков, без всяких там каких-то эксклюзивностей? Ну, давайте скажем так, у нас есть две серии Interceptor, Invader, это более дорогие фидеры, да, вот Да. представлен один из них, Давайте посмотрим. да, вот, фидер, 150 грамм, да? да, есть 180 грамм, Есть есть- еще сильнее? да, еще сильнее, вот, ну, этот фидер, скажем так, он не бюджетный, Ага. новая серия у нас, Integra, Угу. очень широкая серия, она, скажем так, она бюджетная. Угу. А Но это она- в каких примерно ценовых диапазонах? Ну, То есть, получается, в принципе, где-то в районе 4-5 тысяч. Я 3, так 4, думаю, 3, ну, 4, 3,5-4 Все тысячи, зависит да. от наценки. Да. Фидер, на мой взгляд, получился очень удачный. То есть это хороший карбон, Мгм. это легкое само по себе удилище, это интересный дизайн, катушкодержатель современный, пробка и очень-очень широкий спектр от пикерных, ну там, по-моему, от 40 грамм, да, до А граммовка 180 какая? грамм. До 180, да? 180, Это да. то, что мы держим 3,30 и сколько грамм? Я так думаю, ну 120, да, То скорее. есть доступные качественные материалы Да, да. и 100 есть. Вот 120 грамм. Ну да. Это 120 грамм. Ну да, да, да. А есть 140-ки, вот, Вот эти, конкретно эта серия до 180 грамм. до 180 грамм? До А 180 где грамм. испытывали, смотрели? Я вот ее делал, я сам ее лично испытывал на дамбе. Мгм. Вот. Ребята ловили на Волге, Мгм. ребята ловили, ну, в Казани отдавали, ребята ловили, по-моему, где-то в Сибири, честно говоря, не могу сказать, но всем понравился. То есть он при вот его цене, при его... Он жесткий, мягкий, как? А у него классический строй. Вот это вот тот самый вот классический фидерный строй, но я бы сказал, он более жестковат, да. Ну да. Да, Выпрямляется он такой вот. быстро. Да, Выпрямляется он да, быстро. Да, да, да. Так, да. Ну, все, получается, болты дорогие, в вашем понимании, это 5-6 тысяч. Да, да. Ну, для нас. Я понял. Максима. Для кого-то это дорого, мы не будем говорить, Да, что это дорого да, или дешево. да. 5-6 тысяч это вот топовая модель. Да, ну, да. Вот, то есть 150 грамм, 360. Ну, как, есть фидеры по 15 тысяч. Ну, есть фидеры по Вот, 15 тысяч, и мы но знаем всё-таки мы этих демократическая марка, да? и мы знаем этих производителей, поэтому Демакс еще кто-то, да, да. ну, не будем называть Да, марки. не будем называть. Вот, но в любом случае, если 15, а здесь получается где-то
от 5 до 7 тысяч, зависит от... Максимум, да. Мы получаем вашу топовую модель, правильно? Ну, пока да. На данный момент это вот наша топовая модель. Хотя мы планируем выпустить... Слушайте, но она играет тоже по-другому. А по-другому? А что в ней По-другому. по-другому? Здесь, во-первых, тоже комбинированные карбоны, раз, но они немножко по-другому. А Во-вторых, 420 она делается? да, Тоже да, есть 420. да, но это максималка. 420? Да, 150 да, грамм. да, 180 грамм. 180. 180 грамм, да. 420. А 420, 150 грамм это 360. Вот как мы держим. По-моему, да. Да, да. Добрый день, Алексей. Здравствуйте. Ребят, зашел, иду, смотрю прикормки, и я этих прикормок не знаю. Оказывается, это друзья наши белорусы. Да, да. Вот. Наша Немного торговая о себе. марка, наша торговая марка существует уже порядка 5 лет, чуть меньше. Вот. Вообще наша фирма возила траппер в Беларусь. Вот. Мгм. И как бы давно уже была мысль наладить в Беларуси производство подобных прикормок такого класса, как траппер. А вы Вот, уже потому понимали, как что- готовится траппер на тот момент? Ну да, я сам как бы, можно сказать, экспертом траппера был долгие годы. Занимался продвижением этой продукции, вот, общался с польскими спортсменами много раз. Что входит, в том числе, ну, да. примерно, не все технологии, но примерно Да, понимали, да, что да, из да. чего состоит, да? Да, вот. Ну и вот 5 лет назад решили мы запустить свое производство. Постепенно вот развивались, и сейчас уже вышли на тот уровень, на те производственные мощности, которые позволяют обеспечить, хотя бы в какой-то мере удовлетворить спрос российского рынка. Потому что спрос был уже еще несколько лет назад. К нам То есть обращались начали уже, постоянно, там, дайте. Мы просто не могли такое количество обеспечить, да. Вот. Кстати, и с Украины, там, с Прибалтики. Смотри, я вот пока как зашел сюда, обратил внимание, ну вы так, ребят, так прямо развернулись. Белоруссия, Казахстан, Англия, Россия, то есть вот на упаковке всего. То есть вы во Да. все страны поставляете? Ну, кроме Англии. Кроме Англии, да? Да. Ну, на самом деле, есть Когда чему стремиться. наши там На появятся? самом деле, Ваши, то есть прикормки там. на самом деле люди интересуются, и поляки, и прибалты, вот латыши, литовцы. К сожалению, есть определенные трудности из-за границ, которые есть между Беларусью и Евросоюзом, да. Вот. Из этого возникает проблемы с ввозом. Вот. Но, в принципе, как бы мы открыты для сотрудничества со всеми странами. И Хорошо. спрос есть. С Россией Для того, сейчас чтобы плотно уже понять, работаем. насколько качественна прикормка, обычно производители говорят, на нашей прикормке выиграли такие-то, такие-то чемпионаты, такие-то, такие-то спортсмены. Вот, так как для России он мало известен, да, то есть кто что выигрывал на ваших прикормках? Ну, я являюсь, во-первых, разработчиком этих прикормок. Меня зовут Алексей Валиченко, фамилия моя Валиченко, да, и я в рыболовном спорте с 2002 года, с 2007 года участвую в чемпионатах мира, за сборную Беларуси выступаю. Наибольшее достижение – это звание чемпиона мира в 2012, по-моему, году в Казахстане по ловле мормышек со льда. Вот в составе сборной Беларуси выиграл чемпионат мира. Была серебряная медаль также на чемпионате мира по мормышке. Вот. Ну, по поплавку. По фидеру? Ну, я вообще поплавочной ловлей занимаюсь. И, точнее, и фидером, и поплавком ловлю. Но вообще, сейчас мы немножко отойдем от темы, но я считаю, что неправильно разделять фидерную и поплавочную рыбалку. Это все называется одним словом матч-фишинг. И мне лично близок подход англичан, от которых, собственно, пошла современная рыбалка, ловля белой рыбы и на фидер, и поплавок. И там нету такого разделения, там есть соревнования просто по матч-фишингу, по спортивной рыбалке. Ты ловишь той снасти, которая эффективнее, на твой взгляд. Вы ловите на своей прикормке? Конечно, безусловно. Последние выигрышные соревнования какие? Ну, чемпионат Беларуси. Вы на своей Кубок вот этой? Беларуси, конечно. Кубок да. Беларуси. Чемпионат Беларуси. Скажи, пожалуйста, где в России можно купить? Мы производители прикормок, Вы мы для не фидеров владеем всё информацией, кто конкретно в каком магазине что продает в России. У нас есть человек, который в России занимается распространением, оптовая фирма в России, да, но опять же, если я у него спрошу, он мне не даст перечень всех магазинов, где продается вабик, то есть В общем, продается суть по в том, всей стране, по всей России, практически в разных регионах совершенно ее можно найти. Ко мне
люди мне задают вопросы там из Сибири, пишут там с Дальнего Востока. Расскажи, как там, да, что, чем как пользоваться. купить да, еще, ну, да. я не могу сказать конкретно. Хорошо, где что скажи, продается. пожалуйста, тогда, вот это наверное, больше и к фидерной ловле подходит, да, прикормки? Фильтрный и поплавочный, да. Фидер. Карповой Вот темой мы пока не занимались, твой, это отдельное твой совет, универсальный набор, вот я, например, сойдет лед, и я вот на Дон дуну, да, поеду ловить там подлещик, карпик, плотва. Вот что бы ты мне дал из своей прикормки сейчас, чтобы я уехал? Если с мы ней? говорим о любительской рыбалке, Да, любительской. то можно брать серию Optima, она вот там дальше стоит. Серия Optima, ну, Ага. вот она стоит. А еще к этому жидкость какая? Прикормок серии Optima, она представлена в 6 видах. Это такая вот наиболее бюджетная серия, базовая, скажем так. 120, да? Да, следующая ценовая категория это серия Special, 150 рублей. То есть это уже прикормки, во-первых, разных окрашенных вариантах, Ну, с разными Optima- дополнительными запахами. Там вот, например, есть фидер река прикормка, то есть, короче, Special значит специальные какие-то свойства особые прикормки. А Optima это более такая Optima базовая. это база, да? Да, есть еще серия крупнофракционных прикормок XXL. И самая такая топовая серия это серия Pro. Это в Дальше той стороне. по 200 рублей она, да. Получается, если я любитель, я беру твою базу, Вполне можно, да. и ее хватает. Да. А база, Можно- база с каким-то уклоном, там, запахом, или просто это база? Там в ней ничего Не, нет? тут есть несколько видов. Вот данная прикормка для фидера есть там плотва, лещ, там, линь-карась и так далее. Одноименные. Карповые, да-да-да. И, То есть они, ну, такие более простые составы. А что вот это Можно- понятно, это спреи, а вот что-то Извиняюсь, еще что надо? перебиваю. Да. Я просто еще хотел сказать, что у нас еще отдельные компоненты есть в прикормах, да, с помощью которых можно вот даже вот эти базовые прикормки каким-то образом зарабатывать по собственному усмотрению, да. Вот там есть, например, печево, там, ну, вот цветные такие частицы. Это что, Вот, получается, например, вот я на камере сейчас покажу. это получается такая вот берешь базу и миксуешь. Да, да, да. То есть, если хочешь улучшить, ну, например, вот этот компонент печива, он хорошо очень работает на реке по рыбе, скажем так, от 100 грамм и больше. Вот бывает часто, что Ну, ловишь получается, рыбу, это, достаешь собственно, рыбу, и микс она делаешь. выедает именно вот эти частички, и у нее прямо весь рот забит вот этим печивом, да? Вот. Ну, это Конопля. конопля, то есть классика, как бы, она есть в жареном виде молотом, есть просто в зернах конопля. Это вот лен жареный, то есть компоненты, с помощью которых можно по собственному усмотрению каким-то образом доработать прикорм. Получается, ты даешь Есть клей возможность для человеку прикормки. микс свой делать. Да, есть клей, там есть вот бентонит. Карамель. Это уже отдельно пошли сухие аромы. Это Это вот сухие аромы. сухие аромы в пакетах по 100 грамм, да. Это вот Это жидкие аромы? сиропы, да. Ну, вот это вот просто арома, а это сиропы. И там дальше меласса. Вот есть еще спреи для насадок, и там вот дальше стоят красители. А Вот это такое. кубки Да, твои. да. Я Ну, понял. мои и моей команды. Команда, да? Понятно. А это уже готовые, получается. Да. Здесь вот готовые. А это, Да. с этого ты можешь миксовать. Нет, это тоже Интересно. самодостаточная абсолютно прикормка. Опять же, можно с помощью этих компонентов и вот эти прикормки Улучшить, каким-то образом усилить. дорабатывать, да, по своему усмотрению. Мгм. Хорошо. Ну, простой пример приведу. Там, вот приехал на рыбалку вот с прикормкой. Именно сейчас интересует фи- холодная вода. Фидер черный, да, вот, ну, кстати, Вот да, черный, да? холодная вода, Фидер. темная прикормка, да, чтобы в прозрачной воде она не Ага. выделялась на дне. Вот. И, допустим, захотел добавить к ней большое количество живого корма, там, опарыша, мотыля, там, ну или там растительного корма, там, кукурузного, например, консервированного, ну, неважно. То есть любая насадка, она сильно разрыхляет рыбалку, когда добавляешь большое количество. Вот. Чтобы это компенсировать, чтобы она нормально лепилась, можно взять и добавить, например, бентонит, то есть клей для прикормки, подклеить ее. Это вот вопрос о том, как дорабатывается, в Ну, зависимости от... получается, в этом очень хорошо ситуации. варятся спортсмены, какое что, под какие условия берут базу и уже миксуют по месту, прям Ну на да. этом. Да. Ты даешь возможность людям тоже почувствовать себя в этом смысле Типа спортсменами. То есть взял вот там печево или, как ты говоришь, там конопли, там еще чего-то. Ну, это А всем здесь вот интересно, на связал, самом деле. и ты Мы в перспективе своими собираемся- прикормками даешь Да, возможность людям миксовать. Да, да, да. Не Мы- хочешь заморачиваться, вот тебе комплект. Мы собираемся в перспективе выпустить еще такие конкретно базовые компоненты, типа там вот сухари, там печенье, вот такие, которые в большом количестве добавляются прикормку. Потому что вот эти вещи, они более такие, ну, концентрированные добавки, которые по чуть-чуть добавляешь. Понятно. Хорошо. Спасибо. Удачи на рынке. Спасибо. На нашем. Спасибо. Вам тоже удачи. Итак, ребят, это был обзор по фидерной ловле. Обзор выставки «Охота и рыболовство 2021». Всем, кому понравилось, ставь лайк.
пиши комментарий. Все, кому не понравилось, ставь 2 дизлайка. Буду любым отзывом рад. И подписывайся на мой канал. Всем ни хвоста, ни ши. До новых встреч!